Вот такая огромная посылка мне пришла с Украины от моей подписчицы Катюши. Скоро будет распаковка. Она на 13 килограмм. Я знаю, здесь очень много вкусняшек, которых у нас не достать. Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас с вами распаковка вот такого огромного подарка от моей подписчицы Екатерины с Украины. Я очень и очень ей благодарна. Это первый подарок мой, и для меня это прям так трепетно. Тем более Катюша исполнила мою мечту. Я наконец-то попробую украинские сорта. Коробка огромная на 13 килограмм. Я разрезала здесь вот посерединке, чтобы не шуршать лишний раз. Давайте смотреть, что же там. Я безумно довольна. Сейчас посмотрим, как это все доехало. Так. Так. Ну, конечно, один пакет развязался. Ну, знаете, Почта России у нас не отличается добросовестной доставкой, так сказать. Но я надеюсь, все доехало в целости и сохранности. Катюша очень сильно переживала. Давайте смотреть. Давайте смотреть, что же. Смотрите, сколько здесь вкуснях. Это один пакет, и тут еще вот есть второй пакет. Так, камеру поставим, чтобы всем все было видно. Катюшенька, большой-большой тебе привет. И огромное спасибо. Давайте смотреть. Здесь те сорта, которые я ни разу не пробовала, но очень мечтала попробовать. Так, что у нас тут? Так. Ой, я не знаю, как это читать. Катюша, напиши, пожалуйста, как правильно читать. Что это? Он на радостях пока открывала, ширкнула себя. Так. О, какая интересная. Это глина. Какая она интересная. Прикольная. На весь этот ассортимент будут обязательно обзоры. Я прям сегодня натрескаюсь. Так, следующее. Вы не представляете, насколько я счастлива. Так, следующее. Так. Мрамор. Вот Катюша упаковала каждый пакетик в пакетик, но все равно некоторые пакетики посыпались. Но ничего страшного, это доставка, какая красота. Вот такая красота. Угу. Залипушка. Залипает. Так, следующий. Ой, тут всего столько много. Я прям как ребенок, который получил долгожданную игрушку. Так. Что у нас тут? Луговой. Это, походу, мелочек. Угу. Это мелочек. Такой напудренный.
Какой он прикольный. Классный, мягонький. Прикольный. Я наслышана о том, что украинские сорта это очень-очень классные сорта. Так, графит. Графит. Все в пакетиках, все аккуратненько, все чистенько. Ну, Катюша мне присылала видео. Когда она собрала все, она мне прислала видео. Вайбер. Такого серого цвета. Жирненькая. Угу. С дороги еще надо будет отдохнуть. Чуть-чуть подсохнуть. У нас все-таки зима. Но знаете, что я заметила? У каждого сорта свой яркий, насыщенный вкус. Вкусы, конечно, резко отличаются от привычных, ну, наших сортов. Так, что у нас тут? У нас тут что-то интересное. Хрустик, рафинад. Ой, он, конечно, да я бы не сказала, он практически не побился. Видите, какие гранулки. Практически доехал в целости и сохранности. Угу. Песочный, польный. Так. Сколько у нас обзоров будет. Так, что у нас тут? Глина линка голубая. Слушайте, она так... Тоже доехала, смотрите, хорошими кусочками. Чуть-чуть побилась, но совсем немножко. Посмотрите на эту красоту. Она очень похожа, кстати, на сандин. Знаете, что интересно? Она мягкая, но в то же время у нее есть небольшой хруст. Это обалденно. Она нежная. Этого сорта такое послевкусие ореховое. Прям вот аналогов не подобрать. Ее даже не с чем сравнить из того, что я пробовала. Так. Обалденная. Прям вот водичку запьешь, прям ореховый вкус. Следующая. Лесная. Лесная. Как приятно вообще. О, какая она интересная. Вот такого цвета, фисташкового. Причем на камере полностью не передает цвет. Он цвет темный, фисташковый. Плотная. Девочка, она как кембрийская. По вкусу схожа с кембрийской. Но, блин, они такие интересные, что у меня сейчас вкусовой взрыв. Она вроде и похожа, и тут же отличается. Прикольно. Но это все в обзорах.
Это все у меня еще с дороги отдохнет. Полежит, напитается своим вкусом. Так. Азовская серая. Оп, тут пакетик порванный. Надо аккуратнее. Так, азовская серая. Вообще я слышала, что азовские сорта, они прям вообще обалденные. Ну, сейчас попробуем. Вот реально у каждого сорта настолько свой вкус. Интересная структура. Она мягкая, но в то же время хрустит. Офигенная. Это действительно уникальные сорта. Подзалипает, правда? Но, блин, я такого не пробовала. А мне есть с чем сравнить. Так, что у нас тут? Черная. Ой, какая она. Вот такими пластиночками. Тоже вся. Ну, это она вот то, что в дороге друг об дружку билась в пыли. Структура полусухая, а потом жирненькая. Пыльный гудрончик. Клево. А мне, как любителю разных сортов, очень обидно и жалко, что так тяжело достать эти вкусняхи у нас. А им тяжело достать вкусняхи от нас. Так. Луговая. Луговая. Вон, смотрите. Вы посмотрите, все как идеально вычищено. Прям вообще красотень, загляденье. Вот такая вот она плотненькая. Тоже цвет такой фисташковый. Но не так, как у лесной, по-моему. Лесная потемнее будет. Угу. Тоже плотненькая. Угу. Реально свой уникальный вкус. Тоже слегка мне кембрийская дает. Так. А вы пишите, кто пробовал эти вкусняшки с Украины и какие сорта вам больше всего нравятся. С ранним вкусом. Так, а я что-то не посмотрела. Так, здесь у нас грин. Тоже такая интересненькая. Все вычищено. Смотрите, она блестит. Видите, поблескивает. Класс. Так. Скрипеть, наверное, будет. Я бы не сказала. У них такие структуры интересные. Она вроде поначалу сухая, потом хлоп, жирная. И вкусы. Вот сейчас они у меня отлежатся, отдохнут, о которых я уже буду рассказывать более подробно о каждом сорте.
Видео будет долгим, приготовьтесь. Гранулы. Что за гранулы? Ой, это, наверное, калинчик какой-нибудь. Угу. Смотрите. Вот такой вот. В целости доехал, даже не побился. Сейчас мы какой-нибудь... Здоровье. Надо отлежаться, потому что вкус сырости перебивает все. Так. Лезу в пакеты, прям не знаю, за что же схватиться-то. Катюша, ну столько всего много. Огромное тебе спасибо. Бежевая. Ой, какая. Ой, вы посмотрите. Обожаю глыбушки. Так она ощупь прям маслянистая. Я сейчас язык проглочу. Серьезно. По структуре похоже на башкирскую белые сливки. Но вкус нет. Так, следующий. Смотрите, какой у нас вкусная распаковка. Калин полтавский. Тоже пакет чуть-чуть порвался. Ну ничего страшного. Пакетов у меня много. Переложим. Слушайте, калин полтавский я ни разу не пробовала. Я пробовала вот такой кусковой, только калин неженка и калин азов. А это полтавский. Тоже такими большими кусочками. Он плотненький. Я его подсушу, он по-любому будет с глухим хрустом хорошим. Он такой меловой. Офигенный. Я стою фанатка калина в больших кусках. Так. Гранулы морские. Если правильно прочитала. Так. Это вот такие вот. Это длинно-мелкие, походу. Они очень-очень плотные. Прикольные. У них настолько насыщенные вкусы. Вкус выше, прям вот яркие такие, многогранные. Слушайте, я реально стану фанаткой украинских сортов. Благо, Екатерина мне сказала, где, в случае чего, можно будет заказать. Есть продавец Наташа с Кривого Рога и Диана. Ссылки на этих продавцов я оставлю в описании. Кому нужно будет, свяжитесь, девочки, имеют страницу в Инстаграм. Я так поняла, что Катюша заказывала все у Наташи. Вот все, что мне прислала. Ну, что я могу сказать? Продавец отличный, товар зачищенный на ура. Все чистенько, все аккуратненько, все так, как я люблю. То, что пакеты в пыли, так это не их вина. Это вина нашей доблестной почты. Что-то мы не посмотрели.
Гранулы красные. Прикольненько. Они мягкие. Откусил, он прям развалился. Ой, смотрите, какая структура прикольная. А вот у нее вкус нежненький такой, древесный. Так что, Наташе с Кривого Рога, спасибо за ассортимент и упаковку. А Катюше спасибо, что она прислала мне такой щедрый подарок. Таких шикарных вкуснях. Так, что у нас тут? Где бумажка, бумажка, бумажка? Так. Зеленая Украина. Кстати, у кого-то я видела обзор на этот сорт. Она реально зеленая. Такая прям пыльненькая. Плотная. Угу. Достаточно плотная. Я видела, очень часто ее в глиномелах используют. Точно. Но структура у них, конечно, сложно описуемая. Полтавская голубая. Такого серенького цвета. Чувствуется, что жирненькая. Как красивущая. Угу. Мягонькая, жирненькая, но ей надо отдохнуть. Яркий вкус сырости присутствует. Такой подвальный. Залипашка. Моя любовь, Калин Азовский. Как же я его люблю. Как же я по нему соскучилась. Ой, напудренный, беленький. Этот вкус ни с чем не спутаешь. Чистенький. Обалденный. Люблю его и обожаю. Прям, Катюша, огромное спасибо. Это прям лакомство для меня. Так, следующее у нас с вами семечко. Я не знаю, что это такое. Оп. Плотненький пакетик. Ага, это вот такие вот гранулки, тоже очень интересные. Такие напудренные. Угу. Мягкие. Так, следующее. Что-то у нас здесь. Это мы еще первый пакет с вами не разобрали. Сколько у меня теперь вкусняшек. Так, Азовская голубая. Про этот сорт я наслышана. Очень много хвалебных отзывов. Очень многим этот сорт нравится. И в любимчиках. Давайте пробовать. Вы посмотрите, какая красота. Видите, как все вычищено. Идеально просто. Она такая, плотненькая. Она такая на ощупь жирненькая. Давайте пробовать. Повторюсь еще раз. Безумно интересная структура. Мягкая.
Но когда откусываешь, она рассыпается на мелкие пластиночки. А вкус... это просто не описать. Обалденный сорт. Я безумно счастлива за такую возможность попробовать такие безумно вкусные сорта. Это прям, Катюша, огромное-огромное тебе спасибо. Так, розовая. Розовая чуть-чуть побилась, но ничего страшного. Блин, ну голубая азовская, это, конечно... Вон. Оп. Вот что значит твой подписчик. Вы смотрите, одним большим кусочком. Все, как я люблю. Ай, какая красота. Но она розово-бежевого оттенка, такой цвет чайной розы. Ближе к бежевому. Это что-то с чем-то. Я влюблена в структуру украинских сортов. Честно, первый раз встречаю такую структуру. Ни у каких других сортов я такую структуру не встречала. Кайф. Это просто... Это просто надо попробовать. Так, что у нас тут? У нас тут, походу, мелочек. Сейчас мы откроем. Так. Глиномел солнечный. Как интересно. Вот такой вот он. Ну, слушайте, я бы не сказала бы, что это глиномел. В руки берешь, похож на сухой мелок. Он мягкий. А в то же время жирный. Как интересно. Он даже умело. Такая своя структура особенная. Так сказать, непривычная. Так. Дальше. Желтая. Я пробовала желтую крымскую. А это желтая Украина. Ну, они, кстати, очень похожи. Похожи. Угу. По структуре тоже похоже, но отличие по вкусу. Так. Мне вот все надо сразу попробовать. Мое любопытство иначе не даст мне никакого покоя. А я сегодня с утра мне привезли эту посылку, она у меня до вечера стояла. Вот сейчас появилась возможность отснять. Ой, Калин сливочный, тоже пакетик. Ну, побился, конечно, но ничего страшного. Калин всегда можно пустить на трубочки и в пасту. Ой, вы посмотрите, тут тоже такие
хорошие такие кусочки. Интересненько, прям плотненькие. Неудивительно, что он побился, он очень-очень мягкий. Очень сливочный, он очень такой мягкий. Не зря у него название сливочный, он реально очень сливочный. Так, что у нас тут? О, что-то тут у нас интересное. У меня сейчас во рту столько... О, тоже поломалось. Вот доставка, конечно. Это да. Ой-ой-ой. Так, это я сейчас сразу отдельненько. Так, что у нас тут? У нас тут подписано. Оп, стоять. Так, соломка. Азовская голубая. Так, вам видно было? Соломка азовская голубая. Оп, уронила. Куда я тебя уронила? Иди сюда. Так, вот пакетик. Сейчас мы сюда все сложим. И попробуем. Азовскую голубую мы попробовали. Это полный восторг. Угу. По этим изделиям я тоже сниму обзор. Жальпашечка. Так, что у нас здесь? Глиномел запселье. У продавцов видела я этот глиномел. Такой он желтенький. Не серенький, а желтенький. Структура, конечно, их не, как бы для меня в привычном понимании глиномел это фиг откусишь. А эти мягонькие. Ну, хоть и не мягкие, но они очень жирные. Структура вроде сначала сухая, но блин, к обзорам на эти вкусняшки нужно подготовиться, потому что ну, вы знаете, как киргизские не спутаешь, допустим, с башкирскими, так и украинские ни с какими не спутаешь. Они резко отличаются от всего, что я пробовала. Глиномел Рафаэлло. Не роняем. Вот такой вот. Тоже они вот все такого как бы молочно-желтоватого оттенка. Угу. Откусывается сухо, затем такой жирный. Офигенно. Я сегодня, наверное, 1000 раз скажу, как это вкусно. Это реально вкусно. Вы меня знаете, если что-то мне не нравится, я сразу говорю, нет, это не мое. Ни моего я пока не встретила. Мирополье. Правильно читаю? Катюша, если что, в комментариях исправляй меня, пожалуйста. Мирополье. Вот такой кусочек. Тоже мягонький. Угу. Ну, уже такой полужирный, полусухой.
классный. Так, и в этом пакете... А, нет, не все. А что не все? О! Природный мел, Харьковская область. Офигеть! Посмотрите, какой большой кусок. Напудренный. Красота. А вот он уже плотненький. Структура другая. Крупинка мягкая до конца, но вкус мне лично все сорта мела, которые я сейчас попробовала, дают луговыми травами. Есть в них эта нотка такая. Ну, отлежаться мы, естественно, будем снимать обзоры, будем пробовать еще раз. Но опять же, говорят, первое впечатление ничто не заменит. Так, что у нас тут? Тирамису. Мелочек тирамису. Тоже такой желтенький. Вот они мягкие, сухие. Но как бы я люблю сухие сорта, но их вкус, мне кажется, с пастами будет вообще бомба. Первый пакет мы разобрали, давайте приступать. Оп, какой тяжелый. Ко второму пакету. А в пакете тут еще один пакет. Так, и что у нас тут такое? Угу. Это, походу, глиномелы. Чтобы они не побили, сделали такую... это ассорти глиномелов. Так. Здесь ассорти глиномелов. По этому ассорти я сниму отдельное видео. Все мы достанем, они все подписаны. Угу. Все подписаны, будем пробовать и описывать. Это я оставлю на отдельное видео. Так, дальше. Здесь у нас мелочки. Так, по 100 грамм. И я сейчас пробовать уже не буду, уже нагрызлась. Давайте по-быстренькому. Пломбир. Черкасский. То есть я буду брать по 2-3 вида и будем снимать обзоры. Так что любителям мела. Так, при транспортировке пакетик открылся. Глиномел Риор. Надеюсь, правильно читаю. Так, карамелька. Прессованный мел. Вот он поломался. Ну, нам же все равно нужно попробовать, так что попробуем. Что у нас тут еще есть? Грант. Летний. О, прикольно. Попробуем еще летний. Летний я пробовала один уже. Так. Магрица.
Чуть-чуть покрошились они, конечно, но это вообще абсолютно ничего страшного. Ласунчик. Правильно читаю? Ласунчик. Вот такой кусочек. Так. Неженка. Прикольно. Умейская или неженка. Так, что у нас тут? Полтавский. По-моему, полтавский. Вот видите, сколько видео будет. Сумской. О Сумском я тоже наслышана, тоже хотела его очень попробовать. Теперь у меня есть такая уникальная возможность попробовать. Так. Азовский. Прикольно. Мел азовский. Будем пробовать. Еще раз хочу напомнить, что ссылка на Наташу с Кривого Рога и на Диану будет у меня в описании. Если кто-то вдруг захочет заказать, напишите, девочки вас ориентируют. Орешек, потому что мне их рекомендовала Катюша. Ну, как я вижу, с Украины ехала посылка 9 дней, по-моему, и пережила, все доехала, в принципе, в целости и сохранности, что не может не радовать. Империал. Ну, тоже такие кусочки хорошие. Обязательно на все эти сорта будут обзоры. Шарм. Какое название. Ой, сколько вас ждет видео. А меня вкусняшек. О, десерт. Я говорю, вкусняшки. Десерт. Сливки. Название очень похоже на наше, да, название? Ну, только вот сливки, сейчас я вам покажу. Смотрите, он прямо желтенький. Прям желтенький. Отличие, вот я сейчас заметила, отличие, кстати, украинского мела от нашего, что он с таким постельно-желтым отливом. Не весь, но есть. Фреш. Так, Баунти. Вы знаете, мы сейчас вот орешек мы попробуем. Он не дает он мне покоя, он такой красивый. Но вот сейчас сюда положим и попробуем. Так, Каменский. Глиномел рыжик. Вот интересно, это такой же рыжик, как у нас, или нет? Знаете, что я сейчас подумала? Я хочу найти наши сорта с такими же названиями, заказать и сравнить. Как вам идея? Пишите в комментариях. Так, ириска. Прикольно. Школьный. Какая прелесть. Любимка. Сразу, да, песенка «Любимка». Вот, Катя, вы моя любимка. Вы не представляете, как у меня сегодня взлетело настроение с утра. Император. По-моему, правильно. Император. Императора мы еще не грызли. Императору нужна будет паста. Какая-нибудь такая. Тоже со звонким громким названием. Святогорье. Какие у них названия красивые. Зефир. Тоже. Все, вот все, как я люблю. Зефир. Так, и... Фасоль почему-то мне читается.
Катюша, напиши, пожалуйста, правильно я прочитала или нет. Что это за название? Ну вот мне вот фасоль. Так. На этом фоне. Да. И сейчас мы с вами попробуем орешек. Орешек. Ой. Какой он желтенький. Такой красивенький прям. Плотненький. Жирный, залипает. Причем залипать начинает, когда полностью растворится практически. Честно сказать, я первый раз в жизни пробую мел с таким вкусом. С таким ярким, насыщенным вкусом. Разнотравие. Пыльный, слегка земельный, мокрой земля и сливочностью. Он как глина. Но это нечто. Вот такая огромная посылочка. Подарок от Екатерины с Украины. У нас сегодня была на распаковке. Катюша, огромное, огромное, огромное тебе спасибо за такой невероятно шикарный подарок. За возможность попробовать ваши вкусняшки. А у вас они действительно очень и очень вкусные. Буду снимать обзоры. Буду наслаждаться такой вкусной посылочкой. Всем огромное спасибо за внимание. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем пока-пока.